Крокодилы – просто современная версия доисторических чудовищ, а чемпион в тяжелом весе и крупнейший из ныне живущих рептилий – гребнистый крокодил. Эти создания могут легко достигать 17 футов в длину, а некоторые самцы достигают аж 20 футов и весят при этом 2600 фунтов. Но есть рекордсмен книги рекордов Гиннесса, который превосходит эти цифры. Гребнистый крокодил, найденный в Восточной Индии, вытянулся на ошеломляющие 23 фута в длину. Лалонг – самый известный крокодил, когда-либо живший в неволе. Его поймали на Филиппинах в 2011-м после трехнедельной охоты. Он был не только большим, но и очень агрессивным. Когда 100 человек вытаскивали его на сушу, он дважды порвал удерживающие его веревки. Вокруг Лалонга ходили слухи еще до его поимки. Местные жители считали, что он был в ответе за таинственные исчезновения рыбаков и скота в регионе, даже за трагическую смерть школьницы. Но после тщательного обследования желудка Лалонга никаких человеческих или буйволиных останков обнаружено не было. Охотники заметили другого, возможно, еще более крупного крокодила в той области. Но это не помешало славе Лалонга. Чтобы поймать его, потребовалось больше, чем парни с сетями. Это были объединенные усилия местных охотников, правительственных чиновников и экспертов по крокодилам. Специально для Лалонга построили целый экопарк в Бунаване. Это была сенсация для туристов и экономики. Лалонг был такой звездой, что город заработал около 72 тысяч долларов. Мэр даже признался: «Я любил этого крокодила, он прославил наш город и Филиппины». Но меньше чем за 2 года Лалонг скончался от пневмонии и грибковой инфекции. Некоторые предполагают, что стресс от неволи и холодная погода могли сыграть свою роль. Многие пользователи сети были возмущены тем, как быстро могучий Лалонг увял из-за плохих условий содержания в неволе. Несмотря на это, его наследие живет. Тело Лалонга было сохранено и выставлено в Национальном музее естественной истории в Маниле. Туристы продолжают восхищаться его размерами и видеть в крокодилах живых динозавров. А местные жители знают, что в этом регионе может обитать еще больше чудовищных рептилий. Кабаны внушают страх не только своей свирепостью и хитростью. В отличие от свиней, они более крепкие и мускулистые, с длинными ногами. Но гигантские кабаны не просто легенда среди охотников, они действительно бродят по лесам. Пятница 13. Что за день, чтобы встретить такого? В 2015-м в эту суеверную дату в уральские леса отправился Петр Максимов, опытный охотник, соучредитель охотничьего хозяйства. Охотясь с вышки на кормовой площадке, он увидел зверя. Из чащи вышел настоящий гигант. Максимов сделал первый выстрел, пробил шкуру, но кабан тут же скрылся в лесу. Максимов вместе с егерем пустился в погоню. Они долго шли по следу кабана и, наконец, нашли каплю крови. Позже они обнаружили кабана, лежащего на снегу, все еще живого. Кабан, раненый, но неумолимый, бросился в атаку. Охотники укрылись за деревом и после напряженного противостояния произвели решающий выстрел. Вот так Максимов добыл самого большого кабана в мире. Его вес оценили в больше 1100 фунтов. Этот кабан был настолько большим, что охотники даже не смогли погрузить его в машину. Его пришлось тащить на веревке. Проезжая через деревню поздно вечером, охотники очень удивили всех встречных. После оказалось, это был самый большой кабан, когда-либо убитый, мировой рекорд. Обычно кабаны весят около 200 фунтов. Отдельные гиганты достигают веса почти в 600 фунтов. Но этот кабан был почти 7-футовой высоты в холке. По мнению экспертов, кабан достиг такого размера благодаря запрету на охоту и расставленным видеокамерам в этом регионе. И кабан Максимова был не единственным. Ходят слухи о других гигантах, скрывающихся в лесах вокруг села Шакурово. Были и другие истории о кабанах рекордных размеров. В 2007-м 11-летний охотник Джеймисон Стоун застрелил 1000-фунтового кабана в Алабаме. Этот 9-футовый зверь считался самым большим, хотя были сомнения относительно точности заявления Стоуна. Были подозрения, что фотографии были поддельными. В итоге этот кабан оказался крупной домашней свиньей по кличке Фред. Другое дело — кабан из Джорджии. Он весил 1100 фунтов, почти столько же, сколько кабан Максимова. К тому же это самый тщательно задокументированный случай в США. Неоспоримое подтверждение того, что дикие кабаны вырастают до таких размеров. Не только размеры кабанов часто недооценивают. Лось – еще одно животное, в размеры которого сложно поверить. А камчатский лось – одно из самых внушительных животных на планете. Этот подвид восточно-сибирского лося конкурирует с аляскинским за мировой рекорд по размерам. Самцы лосей бывают поразительного веса в 1700 фунтов, а в высоту и длину они могут достигать 10 футов. Рога лося тоже впечатляющие. Рекорд их размаха сравним с размахом рук взрослого человека. Кстати, количество веточек на рогах лося увеличивается с каждым годом.
годом. Эти лоси не всегда жили на Дальнем Востоке России. Их завезли с севера в 1976. И позвольте мне сказать, что это была непростая доставка. В течение 7 лет команды осторожно отлавливали лосей в бассейне реки Пенжина и перевозили их на полуостров. Первая партия была выпущена в бассейне реки Левая Щапина, и оттуда они распространились по всему региону. Сегодня Кранотский заповедник, расположенный в самом сердце Камчатки, является местом их обитания. Вот тут на сцену выходит рекордсмен среди лосей. В 2017-м охотница Кэтрин Перси попала в заголовки газет. Она добыла лося, побившего предыдущий мировой рекорд на 30 очков. Его рога теперь являются самыми большими из когда-либо зарегистрированных. Кэтрин Перси проделала долгий путь на Камчатку ради захватывающего приключения. Не думайте, что охота на лося — это просто убийство большого животного. Непредсказуемая погода делает эту охоту одной из самых тяжелых. Перси летала на вертолете в дикие места Камчатки. Затем был 4-дневный поход. Она провела 2 недели в крошечной хижине без проточной воды, окруженная снегом и дымящимися вулканами. Опыт почти сюрреалистичный. После нескольких дней выслеживания по болотам она наконец-то лицом к лицу встретилась с гигантом. Она сделала снимок, лось упал, и выброс адреналина был, как она выразилась, незабываемым. Но местный гид Стас пожал плечами и сказал, что это была просто еще одна охота. Но иногда дело не только в размере трофея. Однажды вечером Перси встретила группу американских охотников. Они были расстроены своей неудачей. А когда они увидели ее добычу, подумали, что им никогда не сравниться с этим. Кэтрин Перси, однако, предпочла бы лося постарше, с рогами поменьше. Так было бы лучше для стада. Конечно, охота на этих гигантов строго регламентирована. Лицензии на охоту ограничены и действуют некоторые строгие правила. Например, запрет на охоту на самок. Кроме того, охотники могут преследовать лосей только в определенное время года. И все-таки лось Кэтрин Перси был сертифицирован как новый мировой рекорд. Самый большой в России и 3-й по величине в мире. Согласно охотничьему консорциуму, он обошел рекорд аляскинского лося на больше, чем 30 дюймов. На севере обитает еще одно крупнейшее в мире животное – белый медведь. Они созданы для выживания в самых суровых условиях на Аляске, в Канаде, России и Гренландии. У них невероятно острое обоняние, позволяющее им выслеживать добычу. Иногда за много миль. Эти опытные пловцы ныряют, плавают и лазают по подвижным льдинам, как олимпийские спортсмены. Только не ради медалей, а ради пиршеств из тюленей, моржей и прочих морепродуктов. Их аппетиты соответствуют их огромным размерам. В отличие от других видов, которые питаются растительной пищей, рацион белых медведей на 90% состоит из мяса. Также большинство животных могут делать только короткие перерывы между приемами пищи. А эти арктические гиганты могут обходиться без еды месяцами. Все потому, что они охотятся на животных с толстым слоем подкожного жира. И их накопленный жир помогает медведям прожить до следующей большой охоты. Взрослые самцы могут весить до 1500 фунтов. Но один выделился и здесь. Этот огромный медведь был найден на Аляске в 1960-м. Он был настоящим гигантом севера. Его вес 2209 фунтов, примерно как 11 людей сразу. А уж рост, представьте себе, выше средних африканских и азиатских слонов. Впрочем, слон все равно выигрывает соревнования по весу с большим отрывом. По сути, этот конкретный медведь был не только самым большим в Соединенных Штатах. Он был самым большим зарегистрированным белым медведем в мире. К сожалению, несмотря на легендарные размеры, этого белого медведя постигла трагическая судьба. Выставленный на показ на Всемирной выставке в Сиэтле, этот титан продолжает жить только благодаря таксидермии. Какое зрелище! Маловероятно, что мы когда-нибудь увидим другого, такого же большого белого медведя. Но в Арктике все еще бродят довольно крупные особи. Крупнейший белый медведь на сегодня живет на Аляске и весит более 1000 фунтов. Все шутливо называют его толстяк Альберт. Местные жители приносят ему еду, чтобы обеспечить здоровое и регулярное питание. Когда у рыбаков появляется китовое мясо, часть оставляют в паре миль от города. К тому же это значит, что медведь не забредет в жилые районы. Местные жители видят в кормлении белого медведя связь с природой и возвращение хрупкого равновесия. Ну, и раз уж речь зашла о слонах. Напоминаю, африканские слоны по-прежнему крупнейшие сухопутные животные в мире. Эти великаны могут весить до 15400 фунтов, а действительно исключительные особи весили намного больше. Самый большой африканский слон известен как ангольский гигант. Ростом он был 13 футов в высоту в холке, а весил почти 24 тысячи фунтов. Это примерно вес микроавтобуса, только с хоботом и бивнями. Своими размерами он заслужил место в истории, а также в Смитсоновском музее естественной истории. К тому же он
стал культовым символом величия и хрупкости африканских слонов. Слоны не просто большие, они длинные. Есть слоны, достигающие до 25 футов от кончика носа до хвоста, а самцы в среднем достигают 12 футов в холке. Прямо движущаяся гора с ушами. Кстати, их уши могут достигать впечатляющих 6 футов в длину. И они не просто эффектно машут. Эти огромные придатки действуют как естественные кондиционеры, то есть помогают слонам регулировать температуру тела под палящим африканским солнцем. И, естественно, слоны также занимают почетное место животных со самым длинным носом. Их мускулистые хоботы в длину более 10 футов. Один только нос больше человеческого роста. Хоботами они могут вырывать с корнем целые деревья, хватать ветку для перекуса или даже аккуратно подбирать арахис. Но это еще не все. У африканских слонов самый тяжелый мозг среди всех наземных млекопитающих. Его вес составляет около 11 фунтов. Это как кирпич или котенок во внушительной черепной коробке. Неудивительно, что слоны одни из самых умных животных тоже. Да и бивни у них нелегкие. Самые большие бивни у того же ангольского гиганта весили около 220 фунтов каждый, а вытянуты были более чем на 11 футов в длину. Гигантским кабанам такие бивни и не снились. Но с бивнями слонов связаны душераздирающие истории. У Сатао, огромного слона из Кении, бивни были настолько огромными, что почти касались земли. Они весили более 100 фунтов каждый и ценились сокровища. Сатао бродил по национальному парку Цао-Ист как королевская особа. Но именно эта слава сделала его мишенью для браконьеров. К сожалению, в 2014-м он был убит отравленной стрелой. Несмотря на постоянное наблюдение, он встретил безвременную кончину, когда забрел в районы, подверженные браконьерству. Его смерть послужила мрачным напоминанием об опасностях, с которыми сталкиваются эти нежные гиганты. Браконьерство, вызванное ненасытным спросом на слоновую кость, подталкивает этих великолепных существ к краю пропасти. В одном 2013-м из-за их бивней было убито более 20 тысяч слонов. Китай запретил торговлю слоновой костью в 2017-м, но спрос остается. Пока мы восхищаемся размерами и интеллектом слонов, такие как Сатао и ангольский гигант становятся все более редкими. Фишка следующих животных – возвышаться над всем животным миром, в самом буквальном смысле. Жирафы с их длинными шеями и ногами, несомненно, самые высокие наземные животные. Но знали ли вы, что среди них есть еще более высокий подвид? Познакомьтесь с массайским жирафом, самым высоким живым существом на Земле. Для начала, любые жирафы впечатляющие. Они вырастают до 16 футов в высоту, почти с 2 этажа. Они легко могут заглянуть в окно, и им даже не придется ходить по лестницам. Шея жирафа составляет треть всей длины тела. При этом в ней всего 7 позвонков. Как у людей, только они очень большие и растянутые. Однако массайский жираф – настоящий чемпион, когда речь заходит о высоте. Рост этих красавцев уже 18 футов. Они наверняка смогли бы есть листья деревьев, которые иногда вырастают на крышах. Да, чтобы стать такими высокими, этим созданиям нужно много есть. Где-то 66 фунтов в день. И хотя они любят жевать листья, их любимая закуска на самом деле – жирафья колючка. В трудные времена жирафы могут пощипать траву, но колючее дерево остается для них деликатесом. Массайских жирафов еще больше выделяет уникальный рисунок на их шкуре. У других жирафов пятна бывают от почти круглых до остроугольных. У массайских это неровные, зазубренные формы, которые больше похожи на абстрактное искусство. Некоторые из их пятен даже напоминают звезды или листья кленов. Но, как у всех жирафов, они служат для маскировки и регуляции нагрева тела. И это важно, ведь они живут в южной и центральной части Кении и Танзании. Ученые предполагают, что они мигрировали из тропического региона Восточной Африки из-за слишком сухого климата. Однако самый большой массайский жираф, Форест, живет в зоопарке Квинсленда в Австралии. Он в настоящее время удерживает рекорд как самый высокий из ныне живущих в мире. Форесту 12 лет, и он возвышается на 18 футов и 8 дюймов. Чтобы его измерить, пришлось сделать специальный измерительный шест и установить рядом с кормушкой. Впечатляющий рост Фореста принес ему место в книге рекордов Гиннесса в 2023. Форест также играет важную роль в программе разведения жирафов в зоопарке. Является отцом более чем 12 детенышей. Прошлым рекордсменом был жираф Джордж. Его рост составлял 20 футов в возрасте 9 лет. Он был так высок, что его рога застревали в дверях домика. Ему каждый раз приходилось пригибаться. Джордж умер в 1969. К сожалению, жирафы сталкиваются с реальной опасностью в дикой природе. Массайские жирафы даже находятся под угрозой исчезновения. Но не отчаивайтесь, усилия по сохранению этих прекрасных созданий идут полным ходом. Участие Фореста в программе разведения — лишь один пример того, как зоопарки и специалисты по охране природы работают над тем, чтобы эти спокойные гиганты продолжали процветать в будущих поколениях.
Наконец, я хочу познакомить вас с Кинг-Конгом, но не гориллой, а буйволом, одним из реальных гигантов среди нас. Этот трехлетний азиатский буйвол не просто большой, он гигант, имея впечатляющие 6 футов 8 дюймов от копыт до холки. Он значительно выше любого другого буйвола и по праву заслужил свое место в книге рекордов как самый высокий из ныне живущих буйволов на планете. Но не пугайтесь его размеров. Несмотря на свой внушительный рост, Кинг-Конг — это не какой-то устрашающий великан. Он скорее будет плескаться в пруду и грызть бананы. Люди, которые заботятся о нем, прямо говорят, что в глубине души он большой и игривый щенок. Кинг-Конг сразу получил свое имя, когда родился на ферме Нинглани в Таиланде. Владелец фермы сразу понял, что он будет особенным. Он был выше других телят, поэтому его назвали в честь знаменитой гигантской обезьяны из фильмов. И имя подходящее, потому что, как у его тезки, у Кинг-Конга большой размер и большое сердце. Он хорошо проводит время с посетителями фермы. Особенно любит, когда его чешут. На самом деле он настолько популярен, что, кажется, знает, что он звезда шоу. И часто игриво расхаживая, купаясь в своей славе. Кинг-Конг начинает свое утро в 6 утра, отправляясь во двор, чтобы освежиться в пруду. После ванны он наслаждается плотным завтраком, прежде чем расслабиться на весь оставшийся день. После 5 вечера наступает время для еще одного душа, за которым следует ужин, достойный короля. 35 килограммов еды, если точно. Любимая еда Кинг-Конга — это солома, кукуруза и, конечно же, бананы. С его невероятным аппетитом неудивительно, что он вырос таким большим. Кинг-Конг вырос вместе со своими родителями и, несмотря на славу, не планирует покидать свой дом на ферме. Водяные буйволы, подобные ему, имеют глубокое культурное и историческое значение в Таиланде. На протяжении столетий они были жизненно важны для сельского хозяйства страны и служили трудолюбивыми, надежными вьючными животными. На самом деле взрослые буйволы могут достигать более 10 футов в длину, а рога самцов могут вытягиваться до 6 футов и используются в традиционных церемониях. Их величие заключается не только в размере. Они помогают контролировать сорняки. Ведь буйволы поедают водные растения, некоторые из которых вредны для окружающей среды. Вот так Кинг-Конг вносит свой вклад в поддержку экосистемы и при этом наслаждается жизнью и радует окружающих.